Всем привет! Сегодня приготовим овощные вафли из кабачков. Такие вафли получаются очень вкусными и нежными. Это отличная альтернатива жареным кабачковым оладьям. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Молодой кабачок весом 700 грамм трем на крупной терке. Если у кабачка семечки уже твердые, то их нужно удалить. К потертому кабачку разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1 чайную ложку соли, 5 столовых ложек сметаны или кефира любой жирности и насыпаем примерно 200 грамм муки. Все хорошо перемешиваем. Если кабачки пустят сок и тесто станет жидкое, то нужно добавить еще немного муки. Вафельницу нагреваем до рабочей температуры и первый раз немного смазываем подсолнечным маслом. Выкладываем приготовленное тесто. Также у меня на канале есть и другие рецепты толстых вафель. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Закрываем вафельницу и печем вафли до готовности. Время выпечки зависит от модели вафельницы. Готовые вафли вынимаем на тарелку и подаем на стол. Лучше всего подавать такие вафли сразу же после выпечки, тогда они будут хрустящими снаружи и мягкими внутри. Кабачковые вафли можно подавать со сметаной или другими соусами. Также их вкусно есть и с супом вместо хлеба. Вторым блюдом приготовим запеченные цукини с фаршем. Готовятся они просто, а получаются очень вкусными и сытными. Один ломтик белого хлеба без корочки замачиваем в 50 мл молока. Одну небольшую луковицу нарезаем мелкими кубиками. Примерно 1 кг цукини моем и нарезаем кружочками толщиной 1,5-2 см. Вместо цукини можно взять кабачки. Чайной ложкой в каждом кружочке вырезаем серединку. Теперь приготовим начинку. Берем 300 грамм свиного фарша. К нему добавляем нарезанный лук, размякший хлеб с молоком. Разбиваем 1 яйцо. Солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем до получения однородной массы. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. Кружочки цукини выкладываем на подготовленную форму. В серединку каждого кружочка кладем приготовленный фарш. Сверху все цукини с фаршем смазываем сметаной. Понадобится примерно 50 грамм сметаны. 100 грамм сыра трем на крупной терке. Тертым сыром посыпаем кружочки цукини с фаршем. Форму ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем примерно 40 минут. На стол цукини с фаршем подаем в теплом виде. Это блюдо получилось очень вкусным, сочным и нежным. Такие цукини с фаршем под сырной корочкой нравятся как взрослым, так и детям. Обязательно их приготовьте. Следующей приготовим очень легкую запеканку из кабачков. Запеканка получается вкусной и ее выходит много. Готовится она очень просто и из самых доступных продуктов. Сначала небольшими кубиками нарезаем 1 кг цукини или кабачков. Также можно использовать патиссоны. У молодых кабачков кожу сверху и семена в середине очищать не нужно. У более зрелых желательно срезать кожу и выбрать семена. Подготовленные цукини перекладываем в дуршлаг, который стоит в миске. Все солим примерно половиной столовой ложки соли и перемешиваем.
таком виде цукини оставляем на несколько минут, чтобы они пустили сок. Подготовим остальные ингредиенты. 3 небольших луковицы нарезаем четверть кольцами. Нарезанный лук кладем на сковороду с небольшим количеством растительного масла и пассируем до золотистого цвета. 100 грамм сыра трем на крупной терке. Мелко измельчаем небольшой пучок петрушки. В большую миску разбиваем 6 яиц. К яйцам добавляем 250 мл сметаны любой жирности. Все немного солим, не забываем, что цукини уже соленые, и перчим. Все перемешиваем венчиком до однородности. Также у меня на канале есть и другие рецепты с кабачками. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Цукини уже пустили сок. Дополнительно отжимаем их руками от жидкости и добавляем яичную смесь. Сюда же добавляем нарезанную петрушку, тертый сыр и пассерованный лук. Все хорошо перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Диаметр моей формы 24 см. В подготовленную форму перекладываем кабачковую смесь. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 40 минут. Запеканка из кабачков получилась нежная, очень вкусная и ароматная. Готовится она просто и легко, а ее получается много. Это отличный вариант ужина для всей семьи. Следующее приготовим оладьи из кабачков с творогом. Такие оладьи готовятся быстро и легко, а получаются очень вкусными и питательными. – 700 грамм кабачков трем на крупной терке. Натертые кабачки солим примерно 1 чайной ложкой соли. Перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы они пустили сок. В отдельную миску разбиваем 2 яйца. Добавляем 150 грамм творога. Перчим по вкусу. Все перемешиваем. Натертые кабачки уже пустили сок. Хорошо отжимаем его руками и кладем в миску с творожно-яичной смесью. Все перемешиваем. Сюда же добавляем примерно 70 грамм муки и окончательно перемешиваем. Оладьи жарим на раскаленной сковороде на среднем огне в небольшом количестве растительного масла. Обжариваем с двух сторон до красивой румяной корочки. Кабачковые оладьи подаем на стол в горячем виде со сметаной. Оладьи из кабачков с творогом получились мягкими, нежными и сытными за счет творога. Обязательно приготовьте такие оладьи, тем более готовятся они легко и просто. Если вам понравились такие рецепты с кабачками, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.